Всем привет! С вами доктор Демченко, и я сегодня в спортивной форме, потому что мы будем делать с вами самотестирование на предмет выявления слабых звеньев в опорно-двигательном аппарате, которые приводят к беговым травмам. Мы возьмем самые частые беговые проблемы и самые частые нарушения, которые к этому приводят. Также в этом видео будут ссылки на упражнения, чтобы поправить эти проблемы и бегать без травм. Это видео попросил меня записать беговой блогер Валерий Жемудилов для своих подписчиков, но я надеюсь, что и среди моих подписчиков также будут люди, которым это будет очень интересно. Поехали! Первый тест – присед на одной ноге. Он очень важен, потому что приземление во время бега очень с биомеханической точки зрения похоже на это движение. Для его выполнения встаньте на одну ногу, вторую согните в колени под 90 градусов, руки поставьте на пояс. Далее начинаем делать присед на одной ноге до 90 градусов и обратно. Сделайте его 2-3 раза. На что стоит обращать внимание? Какие есть нарушения данного теста? Первое. Отклонение колена внутрь при приседе. Вот таким образом. Это будет говорить о нестабильности стопы или нехватке мощности в средней ягодичной мышце. Второй тип нарушения этого теста – перекос таза. При приседе противоположная сторона таза будет проседать сильно вниз или сильно отклоняться в бок. Это будет говорить о слабости также средней ягодичной мышцы в первую очередь. Если вы видите такие проблемы при приседе, обязательно идите к ролику упражнений на среднюю ягодичную мышцу и делайте упражнения так, как там рекомендовано, до тех пор, пока этот тест полностью не исправится. Следующим тестом будет стабильность на одной ноге. Для его выполнения встаньте на одну ногу, смотрите вперед. Опорная нога должна быть немного подсогнута. И таким образом удерживайтесь 20 секунд. Если вам очень легко, то можете закрыть глаза и еще постоять 10-15 секунд. Почему нам этот тест важен? Дело в том, что фаза приземления фактически является стоянием на одной ноге. Также это будет фаза перед толчком. И в этой фазе очень важно, чтобы стопа стояла плотно и не гуляла. Какие нарушения могут быть в первую очередь? Первое – это нестабильность в стопе и колени, то есть когда колено и стопа сильно шатаются. Также может быть прямо-таки занос в одну сторону. Если вы видите такие нарушения теста, то идите к видеоролику по улучшению баланса и проводите данное упражнение, пока не стабилизируете этот тест. Третий тест – тест выхода на носок. Вот таким образом. Почему нам важен этот тест? Дело в том, что когда мы выходим на носок, это момент толчка в беге. Если во время выхода на носок вы видите завал в сторону, наружу, завал в сторону, внутрь, или же вы просто не можете вытолкнуться и сразу же садитесь на пятку, это будет нарушение теста. Если вы видите такие нарушения теста, вам помогут упражнения из видео по укреплению голеностопа. Следующий блок тестов будет направлен на длину и забитость квадрицепса и икроножной мышцы. Дело в том, что это основные амортизаторы во время бега. И очень важно, чтобы они были эластичными и длинными. Потому что если происходит укорачивание и зажим этих мышц, мы начинаем получать травмы сухожилий. В первую очередь это сухожилие собственная связка надколенника впереди коленного сустава и ахиллово сухожилие. Для того, чтобы не получать там травмы, необходимо держать эти мышцы в растянутом состоянии. Каким образом можно проверить их длину? Для проверки длины квадрицепса согните колено таким образом, чтобы пятка достала до попы. Если во время этого упражнения пятка легко не доходит до попы или вы чувствуете интенсивное напряжение в колене или бедре, вам необходимо проводить растяжку этих мышц. Следующим будет тест колена к стене. Для этого возьмите линейку, положите ее к стене, поставьте большой палец на отметку в 10 сантиметров
И, не отрывая пятку от пола, дотянитесь коленом до стены. В норме вы должны чувствовать приятное легкое растяжение в области камбаловидной мышцы. Иногда в области икры. Если вы чувствуете блок в передней части сустава, или же не можете дотянуться 10 см до стены, вам также необходимо либо прорабатывать сустав, как в видеоролике про лечение голеностопного сустава, либо растягивать икроножную и камбаловидную мышцы. Видео по растяжке камбаловидной, икроножной мышцы и квадрицепса вы можете увидеть в видео «Правильная растяжка для здоровья колена». Еще одним важным показателем является сила икроножной камбаловидной мышцы. Мы их измеряем не статически, а динамически. Встаньте на одну ногу, удерживайтесь одной рукой о стену, чтобы не тратить силы на баланс, и произведите 25 высоких подъемов на носок. На одной ноге и потом на другой ноге. Отслеживайте следующие параметры: утомляемость, взрывную силу и какие-либо появляющиеся боли. Если вы видите разницу более чем на 20% между правой и левой ногой, эту разницу необходимо устранить. Если же разница 50% и более, то необходимо пройти более детальный анализ, почему одна нога резко слабее, чем другая. Чаще всего проблемы будут крыться либо в поясничном отделе позвоночника, либо в самой мышце. Если 25 подъемов для вас затруднительно на правой и на левой ноге, то просто вам необходимо делать дополнительную тренировку на икры в виде подъемов на носок, пока их общее количество не будет равно 25. Следующий блок упражнений будет на статическую силу средней ягодичной мышцы и задней поверхности бедра. Для проверки силы задней поверхности бедра лягте на спину, поставьте пятки под 135 градусов примерно, оторвите таз и выпрямите одну ногу. Удерживайтесь таким образом 30-35 секунд. Если вы легко выдерживаете данное время, силы задней поверхности бедра достаточно. Если вы не можете удержаться, то можете сразу выполнять упражнение из этой же позиции. Если вам тяжело выполнять ее на одной ноге, вы можете делать подъемы таза на двух ногах с статическим удержанием таза в течение 30-40 секунд в верхней позиции в конце упражнения. Если же это легко вам дается, вы можете выполнять на одной ноге 15 динамических подъемов с статическим удержанием на 20-30 секунд в конце подъема. По 2-3 повтора. Следующим будет измерение мощности средней ягодичной мышцы. Лягте на бок, выдвиньте таз таким образом, чтобы плечо, таз и колено сравнялись в одну линию. Выйдите в статическую планку. Удерживайтесь 40 секунд. Если вам это легко дается, то сила средней ягодичной мышцы достаточная. Если вам сложно, то переходите к ролику с упражнениями на среднюю ягодичную мышцу и проводите их до тех пор, пока это не будет легко вам даваться. Конечно же, каждый случай уникальный и нужно оценивать каждый случай отдельно. Есть огромное количество других тестов и других методов исследования. Но при помощи этого небольшого блока самотестирования вы можете исключить самые частые проблемы и укрепить самые уязвимые места, которые встречаются у бегунов. Надеюсь, это было вам полезно. Делайте упражнения, бегайте на здоровье. Всем пока!